Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы говорим на русском языке. Мы обсуждаем разные интересные новости, события и, конечно, улучшаем, работаем над нашим русским языком. Сегодня я вас поздравляю с моим любимым праздником. Сегодня День космонавтики, а это значит, что я не могла сегодня не поговорить про полет Гагарина в космос. Как обычно, вы можете уже сейчас скачать PDF-файл со словарем, с дополнительными материалами, с практикой, чтобы лучше запомнить все, что мы сегодня обсуждаем. И попрактиковать еще раз. И вторая новость, второе объявление. Я вас всех приглашаю на мой первый вебинар, мастер-класс, воркшоп. Сколько нерусских слов, правильно? Но я вас приглашаю на свое первое онлайн-мероприятие, где я и мы будем говорить про то, что мы любим. Мы будем говорить про русский язык, мы будем говорить про историю, и мы будем улучшать наше говорение. На этой встрече я буду говорить про культурный код. Я буду говорить про вещи, которые знают только носители, а не носители, люди, которые изучают русский язык, эти вещи просто не знают. И я хочу помочь вам лучше понимать носителей, лучше понимать русский язык для носителей и, конечно, говорить лучше, свободней, глубже. И, конечно, я хочу вам открыть новые горизонты. О чем будет эта встреча? Я буду рассказывать про крылатые фразы, про ключевые фразы, про знаменитые фразы и выражения, которые появились в советское время, во время Советского Союза, и люди до сих пор их используют в обычной речи, в новостях, в книгах, в фильмах. Вы можете встретить эти фразы везде. Поэтому, если вам нравятся эти видео, то я уверена, что наша встреча вам понравится в 10 раз больше. Вся информация будет в описании, и я вас буду ждать. А теперь давайте начнем читать. Поехали! Вот видите, фраза, которую сказал Гагарин, мы продолжаем использовать, мы продолжаем это говорить. Даже сейчас, в 2024 году. И эта фраза самая простая, самая очевидная. А на встрече я вам покажу самые-самые интересные. Ну хорошо, давайте уже начнем. И что вы сегодня узнаете? Ну, конечно, кроме огромного количества классных и интересных слов в русском языке. Сегодня мы будем читать книгу, отрывок из книги. Мы никогда не читали книги, поэтому сегодня будет что-то новое. И в этом отрывке рассказывают, как проходил отбор, почему именно Гагарина выбрали для полета в космос, почему именно он полетел в космос. И здесь мы узнаем, как проходили американские испытания, то есть испытания космонавтов в американской программе. Здесь же мы узнаем про других космонавтов советских. И я выбрала этот отрывок, потому что здесь очень много слов из видео, которые мы уже разбирали. Например, из видео про Сталина, из видео про Пригожина и откуда-то еще. Я думаю, что вы лучше меня знаете, где были какие слова. И давайте сделаем так. Я не буду читать от начала до конца, хорошо? Давайте я начну читать и сразу начну рассказывать, потому что я просто не хочу, чтобы было очень-очень долго. А так мы с вами как раз начнем. Я открываю. Итак, сразу на фотографии. Давайте посмотрим фотографию. Вот это Юрий Гагарин. И 3 доктора. 3 доктора проводят какие-то тесты, я так понимаю,
проверяют показания датчиков, вот на нем датчики. Я не знаю, что они делают. Мне кажется, они проверяют сердцебиение. Это было видео про Сталина, как бьется сердце, то есть проверяют пульс. На теле Гагарина мы видим какие-то датчики. Они считывают, может быть, активность мозга. И да, в общем, проверяют, что у него хорошее здоровье. Выносливый и политически благонадежный. Как Гагарина выбрали для полета в космос. И мы начинаем нашу любимую игру. Словообразование. От какого слова произошло это слово? Выносливый человек может выносить многое. Выносить от слова носить. Это наша пара глаголов движения. Носить и нести. Вы знаете, что нести, носить – это держать что-то в руках. Идти и держать что-то в руках. Например, нести ребенка. Или я несу сумку. Я иду и несу сумку. Выносить – это, например, из дома. Классическое значение приставки «вы». Выносить. Например, выносить из дома мусор. У вас дома был мусор, и вы решили его вынести. Есть другое значение слова «выносить». Это терпеть, иметь силы и внутреннюю энергию, чтобы выносить, чтобы справляться с трудностями. Например, во время Второй мировой войны люди выносили голод, страдания, и они это вынесли, они смогли это сделать, и значит, они выносливые. Значит, искали такого выносливого человека, который может психологически и физически вынести много трудностей. Итак, выносливый и политически благонадежный. Надежный человек, значит, на него можно положиться. Значит, он сказал, что он что-то сделает, и он это делает. Вы можете понадеяться на этого человека, и все будет хорошо. В советское время благонадежными называли людей, которые трудятся, работают на благо своей страны. То есть это те люди, кому страна может доверять. Благонадежный человек. Как Гагарина выбрали для полета в космос? О том, как шла подготовка к отправке человека в космос, рассказывает Стивен Уокер в книге «Первый. Новая история Гагарина и космической гонки». С разрешения издательства Alpina Non-Fiction Forbes Life, это журнал, публикует отрывок. Мне Alpina Non-Fiction не разрешала. Я не спрашивала разрешения, чтобы читать этот отрывок, но я думаю, я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть на эту книгу. Так выглядит обложка. А вот это, кстати, Гагарин. К июню 1959 года, всего через пару месяцев после того, как астронавты программы Mercury начали тренировки, были определены секретные критерии отбора советской команды. Во-первых, полет Гагарина был 12 апреля 1961 года. Значит, всего меньше 2 лет прошло от начала советской программы до полета. Меньше 2 лет. К июню 1959 года были определены секретные критерии отбора советской команды. Я хочу начать со слова «отбор». Конечно, вы знаете слово «выбор». Выбор и выбрать. Но в чем разница? Что значит отбор? Выбор, выбрать. А вот отбор и глагол у нас «отобрать» имеют очень похожее значение. Очень похожее значение, но отбор – это лучшее из лучших. Например, чтобы стать космонавтом, нужно пройти отбор. Нужно не только, чтобы тебя выбрали. Ты должен быть лучшим, и тебя
Выбрали, потому что ты лучший. Например, вы хотите поехать на Олимпиаду, и чтобы попасть в сборную, вам нужно пройти отбор, то есть вас должны выбрать как лучшего. Поэтому и говорят, что были критерии отбора, секретные критерии отбора. И значит, что только к июню 1959 года, только к этому времени определили, нашли, решили, выбрали критерии отбора. Всего через пару месяцев после того, как астронавты программы Mercury начали тренировки. Через пару месяцев. Пара. Пара – это всегда два. Например, пара перчаток. Ну, у меня нет перчаток. Пара перчаток. Пара... Нет, ничего. Пара глаз. Вот. Пара ушей. И почему бы просто здесь не сказать всего через 2 месяца? Почему здесь сказали пару, а не 2? Потому что слово «пару» имеет значение плюс-минус. Если бы мы сказали всего через 2 месяца, это значит, что через 2 месяца. А здесь всего через пару месяцев, может быть 1,5 месяца, может быть 2,5 месяца, плюс-минус. Кстати, я думаю, что вы знаете этот факт, что американские, например, или европейские космонавты, их называют астронавты. Это астронавты. В Советском Союзе были космонавты. И разницы нет никакой, это просто два названия одной профессии. И я узнала, когда я готовилась к этому видео, я узнала, что китайских космонавтов, астронавтов называют тайконавты. Я не знаю, может быть, есть еще индийские космонавты, астронавты, может быть, у них тоже свое имя. В любом случае, Гагарин – это космонавт, а вот, например, Нил Армстронг – астронавт. Хотя они делали одно и то же. Определили секретные критерии отбора советской команды. Они заметно отличались от американских. Они сильно отличались американские. Например, кандидатами в космонавты, то есть это советская программа «Космонавты», кандидатами в космонавты могли стать только более молодые и низкорослые люди. Максимальный рост для них составлял 175, а не 180 сантиметров. И, может быть, вы не знали, но Гагарин был невысоким мужчиной. В одном источнике я видела, что его рост был 1,65 м, то есть это мой рост практически 1,65 м, а в другом источнике говорили, что его рост был 1,57 м. Но для космонавта это идеально. И вот это слово «низкорослые», то есть у кого низкий рост. Я думаю, что это слово немного официальное и может звучать немного грубо, может быть. Ну, в этом контексте нет, потому что это официальный документ, официальные критерии. Но если вы скажете, например, что ваш друг низкорослый или ваша подруга низкорослая, это будет звучать не очень хорошо. А профессия летчика-испытателя не была обязательной. Американские астронавты должны были быть летчиками-испытателями. Испытатель – это человек, который тестирует что-то. Ну, летчики-испытатели, пилоты-испытатели тестируют, проверяют новые самолеты, новые летательные аппараты. Это не был критерий для советских пилотов. Это не был критерий для советских космонавтов. В отличие, видите, отличаться, отличались, и в отличие. В отличие от американских астронавтов с минимальным налетом 1500 часов, американский пилот, который хотел стать астронавтом, должен был иметь опыт 1500 часов полета. Кандидаты в советские космонавты могли быть просто летчиками-истребителями. Летчик-истребитель. Истребитель – это вот такие самолеты. Это военные самолеты, они очень компактные, и поэтому, кстати, и выбирали советских космонавтов, потому что
Пилот должен уметь сидеть в маленьком пространстве, в очень маленькой кабине самолета. Есть красивая, прекрасная птица ястреб. И скажу честно, я думала до какого-то возраста, что самолеты-истребители назвали в честь ястребов, назвали в честь птицы. Они даже похожи, даже птица и самолет похожи. Но самолет-истребитель – это другое. Опыт, по существу, не имел значения. Они должны были быть летчиками-истребителями, и не обязательно, чтобы у них был какой-то большой опыт. Отборщиков, то есть людей, которые делают отбор, людей, которые отбирают, интересовали молодые, исполнительные мужчины в отличной физической форме, способные долгое время сидеть в полностью автоматизированном корабле, не прикасаясь к ручкам управления и не впадая в панику. Летчик-испытатель, он должен тестировать, он должен проверять, как что работает. Но, наверное, летчик-истребитель, его главное свойство, главное качество – быть спокойным, не впадать в панику и, наверное, ничего не трогать руками. И, кстати, тоже хорошее слово – исполнительный. Очень трудолюбивый и хорошо может исполнять просьбы, приказы, что ему сказали, то он и сделает. Это очень ответственные люди. Или, как мы уже говорили, надежные. Как только первоначальная гора из 1000 личных дел во втором раунде уменьшилась до более приемлемых 352, Ездовский отправил в поле пары своих врачей. В короткие сроки им надлежало найти несколько десятков абсолютно здоровых, дисциплинированных, не имеющих замечаний по службе, профессионально перспективных, молодых, невысокого роста, худеньких летчиков-истребителей и, разумеется, политически надежных. Здесь мы только не знаем эти два слова. Первоначальная гора и приемлемая. Да? Угу. Итак, в начале, в самом-самом начале у них было 3456 кандидатур. 3456 человек, кто мог быть первым космонавтом. И вот это первоначальное, которое было в самом-самом начале, первоначальное, первый и начало. Гора из 1000 личных дел, это профайлы, профили людей, во втором раунде уменьшилась до более приемлемых. Приемлемый – это адекватный. И эта гора уменьшилась до адекватной цифры 352. И уже тогда Ездовский, это руководитель этой программы, он отправил в поле. Он отправил не в настоящее поле, а он отправил их в службы к людям, уже в настоящую работу. То есть была теоретическая часть, а сейчас начинается практическая часть в поле. И вот здесь мы уже это обсудили. Абсолютно здоровые, дисциплинированные, никаких замечаний по службе, то есть у них прекрасные рекомендации, профессионально перспективные, молодые, невысокого роста, худенькие летчики-истребители. И, разумеется, политически надежных. Работу медицинской комиссии Ездовского, то есть Ездовский – это руководитель медицинской комиссии, он главный в этой комиссии, контролировала еще одна комиссия с типичным советским названием – Государственная межведомственная комиссия, сокращенно ГМВК. Вообще, это большая шутка, что у нас есть названия каких-то организаций, очень-очень массивные. Есть такие аббревиатуры, например, здесь ГМВК. Если вы только видите в первый раз в жизни эту аббревиатуру, вы даже не поймете, что это значит. Но это значит Государственная межведомственная комиссия, то есть это государственная комиссия. И я нашла такой мем, такой прикол. Обычная вывеска в центре Москвы. ИКО, ГКУ, ЦЗН, ЦАО города Москвы. Из этого я знаю только города Москвы, и я понимаю ЦАО. Это Центральный
административный округ, то есть это центр Москвы. Все остальное без понятия, что обозначает. И видите, как хорошо знать английский язык. Consulting Department of the Central District Employment Center. Центр занятости населения. Все, я вспомнила второе слово. Центр занятости населения. Нет, все остальное для меня загадка. Я не знаю. Значит, когда выбирали космонавта, первого космонавта, было две комиссии. Медицинская и государственная, советская, политическая. И главной задачей ГМВК была фильтрация кандидатов на основе их политической надежности. Проверять политическую надежность. Этим занимался КГБ, рассказал один из кандидатов Павел Попович. Нас изучали и проверяли. Они выясняли нашу семейную историю, наши родственные связи. Каждый из 352 мужчин, с которыми врачи проводили собеседования на местах, включая, разумеется, это конечно, Гагарина, должен был пройти эту политическую проверку, чтобы попасть на следующий этап отбора. То есть каждый из кандидатов, с кем были собеседования, с кем проводили эти интервью, проходили эту политическую проверку. Как человек, который в детстве тщательно стирал и гладил свой красный пионерский галстук, а в профессиональном училище был капитаном комсомольской баскетбольной команды обширной Саратовской области, этот тест Гагарин вряд ли мог провалить. Сложное предложение может быть, и мы его сейчас разберем. Провалить. Экзамен можно сдать, это значит, что вам сказали «все хорошо, вы молодец», или экзамен можно провалить, когда вы экзамен не сдали, когда вы не выучили, например. И Гагарин вряд ли мог провалить. То есть вряд ли, это значит сомневаются. Например, как вы думаете, будет биткоин стоить $100 000? И вы говорите, не знаю, вряд ли. Вряд ли, это значит, вы думаете, что скорее всего нет. Вряд ли. Нет, не будет он столько стоить. Поэтому этот тест, такой политический тест, вряд ли он мог провалить. То есть вероятность, что Гагарин провалит этот политический тест, была равна нулю, практически нулю. Потому что он в детстве тщательно, очень старательно стирал, гладить утюгом, чтобы был ровный, чтобы одежда была ровная, свой красный пионерский галстук. У пионеров, а пионерами в советское время были все, это было детское движение, специальное детское движение, и у этих ребят были пионерские галстуки. У меня не было пионерского галстука, я не была пионером, но мои родители были пионерами. И Гагарин тоже был пионером. А в профессиональном училище, то есть после школы, он пошел в училище, был капитаном комсомольской баскетбольной команды. У нас были пионеры, это школьники, потом после школы все вступали в комсомол. Это тоже был такой политический отряд, молодежный политический отряд. И он, Гагарин, был капитаном баскетбольной команды. Скоро список из 352 кандидатов, предварительно опрошенных на авиабазах, вновь сократился. Итак, было 352 кандидата, которых опросили, предварительно опрошенных на авиабазах, и этот список снова сократился, снова стал меньше. Осенью и зимой 1959 и 1960 годов оставшихся, то есть тех, кто остался, оставшихся 206 кандидатов вызвали группами по 20 человек в Москву, в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь
для жесткого медицинского и психологического тестирования под кодовым названием «Тема номер 6». Гагарин туда попал в начале октября. Его друг Шонин в конце ноября. Вот это, кстати, Шонин, да, еще один космонавт. А это первый гагаринский отряд. Первые космонавты, первая команда космонавтов. Приветственные вечеринки для них никто не устраивал. Не было никаких вечеринок. И у всех прибывших, все, кто прибыл, все, кто приехали, у прибывших молодых людей отобрали форму, выдали им госпитальные пижамы и разместили в палатах. Палаты – это комнаты в госпитале. Например, в гостинице, в отеле комнаты называют обычно номерами, а в больницах, в госпиталях называют палатами. Итак, у них забрали форму, дали пижамы и все, и отправили в палаты. Рассказывать кому-либо о госпитале, что они там делают и почему, было запрещено. Впрочем, то есть между прочим, кстати, и сами они не все до конца понимали в тот момент, зачем их вызвали. Нам велели ни с кем не разговаривать, то есть нам сказали ни с кем не разговаривать, рассказал Алексей Леонов, прибывший, то есть который приехал, в той же группе, что и Гагарин. Хотя у нас были подозрения, они подозревали, они догадывались, они думали, что программа связана с космическим полетом. Мы были взбудоражены, добавил он. Все они прошли через тот же ужасный тест, что и кандидаты проекта Mercury. Когда прямо в слуховой канал, прямо в ухо заливают воду. Их также заставляли сидеть в термокамере, где температура поднималась еще выше, до 70 градусов, и они жарились там столько, сколько могли выдержать. Жариться, конечно, это как слово «жара». На улице жара, плюс 35 градусов, жара. Есть другое слово «жарить», например. И, например, вы жарите яйца на сковородке. На завтрак вы жарите яйца. Или вы жарите, не знаю, мясо, неважно что. И вот они, бедные кандидаты, тоже жарились, как на сковородке в этой термокамере. Столько, сколько они могли выдержать. Или мы знаем другое слово, столько, сколько они могли вынести. Помните, мы в самом начале говорили. Вместо одного раза, как у американцев, им пришлось проделать это трижды, то есть 3 раза. В русском у нас есть однажды, 1 раз, дважды, 2 раза, трижды, 3 раза, четырежды, 4 раза. Я думаю, все. 5жды нет, 6жды тоже нет. Но в английском языке я знаю, что есть once, ну, конечно, once, twice, есть thrice. Мне очень нравится это слово. Я обожаю слово thrice. Не знаю почему, оно звучит смешно. И вместо одного раза, как у американцев, им пришлось проделать это трижды. То есть им пришлось сидеть в этой термокамере 3 раза. А Ездовский, главный в комиссии, каждый раз скрупулезно, это уровень С2, скрупулезно, очень старательно, очень внимательно, очень аккуратно отмечал результат. К концу опыта лицо и видимые слизистые, например, это части тела, например, вот в глазу есть слизистые, во рту, рот внутри, это все слизистые части. Лицо и видимые слизистые приобрели багрово-красный цвет, то есть они стали багрово-красными, темно-красными, с ярко выраженной синюшностью, с такого синеватого цвета. Лицо было обильно, полностью покрыто потом, то есть они все потели, они все сидели бедные, мокрые. После термокамеры кандидаты должны были сразу же выполнить серию приседаний. Я не буду приседать, я покажу картинку. Вот это приседание. То есть после термокамеры кандидаты должны были сразу же приседать.
сделать серию приседаний, несколько приседаний. Как и американцев, советских летчиков запирали, закрывали в барокамере и постоянно снижали в ней содержание кислорода. В видео про Сталина мы говорили про кислород, что кислород – это часть воздуха, вода – это H2O, и это две молекулы водорода, одна молекула кислорода. И то есть здесь летчиков запирали, закрывали в барокамере и постепенно, шаг за шагом, у нас было это слово, постепенно снижали содержание кислорода, меньше и меньше кислорода. А Ездовский и его команда наблюдали за ними через иллюминаторы, то есть они все смотрели за бедными кандидатами. Многие теряли сознание, прямо как Сталин в нашем прошлом видео. Многие теряли сознание, рассказывал один из будущих космонавтов Дмитрий Заикин. Вот это терять сознание. Не могли вынести это испытание. Вынести. Помните, это в самом начале было. Выносливый человек, который может вынести очень много. Но многие не могли вынести это испытание. Они просто падали на пол. Кроме того, были испытания на вибростенде, вызывавшие тошноту, что вас тошнило, тошноту, и призванные оценить, насколько человек способен противостоять ощущениям при старте во время жесткой болтанки. Болтанки – это когда вот болтается, вот болтать. Ну, просто вот так вот. И получается, когда начнется полет на старте, и будут вот такие физические ощущения болтанки. И этот вибростенд должен был имитировать взлет. Прополка была безжалостной. Если у вас есть сад, то вы точно знаете это слово. Я знаю, у нас есть огород, и меня всегда заставляли там полоть. Это значит убирать лишние растения. Ну вот, например, здесь видно, здесь растут помидоры или что-то еще. И вот бедный одуванчик, который там не должен быть. Одуванчик не должен быть на этой грядке. И его пропалывают, его убирают. И здесь прополка была безжалостной, без какой-либо жалости. Никого не жалели. Очень строго, очень серьезно. Даже если было минимальное сомнение, человека убирали. Прополка была безжалостной. В медицинских испытаниях программы Mercury в клиниках Лавлейса и Райт-Петерсон, это в Штатах, все кандидаты прошли полный курс и по итогам узнали свои результаты. То есть все кандидаты проходили все испытания и потом узнали результаты. В Москве кандидатов выбраковывали по ходу дела. Вот есть слово «брак». Брак – это некачественный. У слова «брак» есть два значения, и это источник шуток. Одно значение слова «брак» – это некачественное. Например, производят автомобили, делают автомобили, и в одном автомобиле, например, сломанная деталь, неправильная деталь. И тогда говорят, что это брак. Это некачественный автомобиль, некачественная деталь. С другой стороны, другое значение слова «брак» – это замужество, муж и жена. Это брак, официальный брак. Союз мужа и жены. Ну, или жены и жены, мужа и мужа и так далее. И, конечно, поэтому это источник огромного количества шуток. В Москве кандидатов выбраковывали, то есть обнаруживали, что они не подходят, и сразу их убирали из гонки, и сразу их, может быть, отправляли домой. Их выбраковывали по ходу дела. То есть сразу, как дело идет, как процесс идет, не сделал задание, до свидания. Знаете, как в реалити-шоу. Наше число все уменьшалось и уменьшалось, рассказывал Борис Волынов. Знакомые, которых я уже видел, просто исчезали, а 20 кандидатов ушли по собственному желанию. Они просто были сыты по горло. Так и уйти по собственному желанию значит, что вы сами этого захотели и вы сами решили. Это не вас попросили уйти, а вы сами решили
уйти. Или уволиться, уйти с работы по собственному желанию. Они просто были сыты по горло. Горло – это здесь. И значит, сыт по горло, когда ты очень устал уже, тебя уже все бесит. Ты сыт по горло, тебе надоело, твое терпение лопнуло. А сыт, когда ты больше не хочешь есть. Это метафора буквально значит, что вас кормят, 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 или вы едите, 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 и уже больше не можете. Все, уже здесь. На этом наш отрывок закончился. Если вам интересно узнать больше, я оставила ссылку, там еще в 2-3 раза больше текста. Вы можете прочитать. Мне очень понравился этот отрывок. И я надеюсь, что вам тоже понравилось. Не забывайте, я вас приглашаю на нашу первую встречу. И до скорого, наверное, да, все. Пока-пока.